концу Второй мировой войны у Красной армии возникла проблема с орудиями. Хоть 85-миллиметровая пушка и была весьма хороша, против новейших немецких боевых машин она была уже не так эффективна. В итоге было решено использовать орудия более крупного калибра. 100-миллиметровая пушка Д-10 уже состояла на вооружении и как раз подходила для решения вопроса. Но она с трудом помещалась в башнях Т-34-85 или Т-44. Теоретически ее можно было туда установить, но это было совсем непрактично. Необходимо было разработать новый танк. В начале 1945 года на полигоне появилась новая машина. Она выглядела как модифицированный Т-44. Это был Т-54, по крайней мере, его ранняя версия. В следующем году машина поступила на вооружение. Это был танк Т-54-1 образца 1946 года. После некоторых правок была выпущена модель 49 года, а затем серьезно улучшенная модель 51 года. Именно в этой модели появилась башня, характерная для серии танков Т-54 и Т-55, которая также стала основой для башен большинства танков до создания Т-90. За мной машина Т-55А, еще один представитель этой серии танков. Разница между Т-54 и Т-55 в том, что Т-54 не мог использоваться в условиях боевых действий с применением оружия массового поражения. А с появлением атомных бомб у обеих сторон это стало считаться очень важным критерием. На Т-55 устанавливался более мощный двигатель, его боекомплект был больше и, самое важное, появилась защита от ОМП. На танке чехословацкие опознавательные знаки. Чехословакия была одной из стран, где производились Т-54 и Т-55. Они выпускали их с середины 60-х до конца 70-х годов. Танки состояли на вооружении вплоть до расформирования Чехословацкой армии в 1991 году, а позже применялись Чешской Республикой и Словакией до 2001 года. Как обычно, мы осмотрим машину снаружи, а потом заберемся внутрь. Если смотреть на Т-55, ставшая классической форма корпуса сразу бросается в глаза, ее невозможно забыть. Верхний бронелист расположен под хорошим углом, ничего лишнего на нем нет. Обычная фара и затемненная фара находятся с правой стороны за защитной решеткой. Буксировочные крюки — это брызговик, который защищает от поднимающейся по корпусу воды погон башни или, как в моем случае, лицо мехвода. В теории на люках есть резиновые прокладки, но на практике, если ваш задраенный люк накроет водой, вы промокнете. Это резиновая заглушка, которая защищает от попадания дождя в амбразуру курсового пулемета. Это был неподвижный пулемет. Прицеливание осуществлялось с помощью поворота корпуса. Стрелял из него мехвод. На деле же пулемет просто занимал свободное место и был впоследствии убран. В более поздних моделях Т-55 этого отверстия нет вообще, зато танк теперь мог нести больше снарядов для орудия. Дальше вы можете видеть кабель питания инфракрасного прожектора. Это внешний механизм, и прожектор всегда соединен с орудием. На самом конце орудия расположен эжектор. Многие думают, что если на танке есть эжектор, то это Т-55, а если его нет, то это Т-54. Это не так. Это не признак модели. Можно увидеть и Т-54, и Т-55 как с эжектором, так и без него. Левее орудия на башне расположена амбразура для прицела. На верхней поверхности левого крыла закрепляются запасные траки. Если говорить о крыльях, у них отличная простая конструкция. Нужно поднять удерживающую планку, крылья подпружинены, поднимаете крыло и получаете доступ к ленивцу. Натяжение гусениц, судя по всему, регулируется с помощью этих двух болтов. Других способов я тут не вижу. Ходовая часть не таит в себе никаких сюрпризов. 10 катков, соединенных попарно по обеим сторонам. Торсионная подвеска. И в армейском тесте на опознавание многие отвечают, что это подвеска Кристи, но это не совсем верно. Это обычная торсионная подвеска без поддерживающих катков. Отмечу, что над гусеницами установлены рейки. Я бы назвал их рейками, но можно назвать и рамами. Они смягчают удар гусениц о крылья.
Если машина движется по очень неровной поверхности, сильные удары гусениц о крылья весьма нежелательны. Поэтому были установлены эти рамы. Траки однопальцевые. Это гусеницы с регулируемым натяжением и резиновыми втулками. Но за ними на корпусе находится рама для гусениц старого типа. Если помните, я говорил о том, насколько грубой и архаичной была система на Т-34, когда далеко сместившиеся пальцы траков загонялись обратно ударом об эту раму. Так что Т-55 строились с этой рамой для старого типа траков, и я видел танки Т-62 с такой же системой. При этом на гусеницы жаловаться не приходится. Работают они как надо. Одна центральная направляющая — отличное сцепление. Только если вы не на щебеночной дороге, залитой поверх гудроном, особенно мокрой, потому что тогда сцепление будет не очень хорошим. Это один из тех конструкторских вопросов — использовать металлические накладки на гусеницы или резиновые. Мы на Западе стали использовать резиновые. По крайней мере, мы не повредим покрытие автострад. Выше находятся внешние топливные баки. Некоторые говорят, что внешние баки — это проблема, но я так не считаю, и советские конструкторы, видимо, были бы согласны со мной. Тому есть несколько причин. Допустим, ваш бак пробили. Ну и что? Чтобы начался пожар, нужен кислород. А если бак полный, то кислорода там не будет. Ладно, давайте представим, что бак не полный, там есть кислород и может произойти воспламенение. Где будет огонь? Снаружи танка, далеко от двигателя. Допустим, что пробоина здесь, и топливо вытекает на землю за танком или на борт. Это тоже не проблема. Борт корпуса расположен вертикально. На Т-54 убрали внутренний наклон корпуса, как у танков ИС и Т-34. Из-за него возникали проблемы с объемом корпуса и его конструкцией, и они того не стоили. А вопрос ограниченного размера погона башни решили с помощью установки подбашенной коробки большего диаметра, которая нависает над бортами машины. На задней части корпуса установлены крепления для дополнительных баков объемом 200 литров. С этими баками запас хода Т-55 увеличился со стандартных 500 км до солидных 700. Ниже находится шноркель для преодоления глубоких водных преград. Он устанавливался рядом с прибором наблюдения заряжающего перед его люком. Использовались два типа шноркелей. Более широкий применялся при обучении, а более узкий — в рабочем порядке. Не могу сказать точно почему. В любом случае, если бы вы увидели след от маленького или большого шноркеля, движущегося поперек реки, вы бы, наверное, стали что-то подозревать. Ну да ладно. Также здесь можно было закрепить то самое легендарное бревно, которое на этой машине отсутствует, что странно. Еще тут есть небольшой люк доступа к трансмиссии. Ниже находятся буксировочные крюки, габаритные огни сбоку. Вот и все. Теперь я заберусь на моторный отсек. Забираться наверх я буду по левому борту танка. На корпусе расположены ящики для инструментов. Впереди меня башня, выхлопная труба слева. Подняться очень легко. Нужно встать на каток, потом на гусеницу и ухватиться за поручень. Все просто. Экскурсия по моторному отсеку будет довольно короткой, потому что я здесь ничего не могу открыть. Это люки доступа к трансмиссии. Радиатор впереди. Чтобы открыть этот люк, придется повернуть башню, а чтобы открыть люки доступа к трансмиссии, понадобится большой гаечный ключ. Это большие воздухозаборные решетки, которые можно закрыть подпружиненными щитками. Насколько я могу судить, они используются для охлаждения двигателя вне боя или в условиях очень жаркого климата. Подо мной находится двигатель В-55. Это 12-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением. Его мощность 580 лошадиных сил. Он мощнее, чем двигатель Т-54, у которого было всего 520 лошадиных сил.
Скорость машины составляла примерно 52 км в час по дорогам и 30 км в час по пересеченной местности. Я ездил на таком танке, и он очень и очень тряский. Это не то, что я бы назвал плавным ходом. Но свою работу танк делает. Сейчас посмотрим, что интересного есть на башне. Прямо за мной находится габаритный огонь. Они расположены по всему корпусу. Окантовки башенок, я говорю башенки, но это не совсем башенки. Окантовки люков немного больше, чем на Т-54, для лучшей защиты от ОМП. Еще один элемент системы защиты против ОМП — это отсутствие грибовидного кожуха вентилятора перед люком наводчика, который был на Т-54. Я уже говорил, что эжектор не является признаком, по которому можно определить модель танка. Признаком является отсутствующий на этой машине грибовидный вентилятор. По сути, это было отверстие в башне, что несовместимо с системой противоатомной защиты. Ее убрали в Т-55, поэтому если вы увидите этот кожух, то будете знать, что это Т-54 или тип 59. В общем, машина серии Т-54. У заряжающего есть пулемет калибра 12,7 мм, как мы видели на некоторых видео, но его здесь нет, потому что правительство, видимо, не разрешило устанавливать на танки макеты пулеметов. Поэтому пришлось его убрать. Перископический смотровой прибор заряжающего расположен впереди, и, как уже говорилось, там устанавливался шноркель для преодоления глубоких водных преград. У командира есть свой инфракрасный прожектор, который он использовал вместе с прицелом. И, пожалуй, это все, что можно сказать о башне. Толщина лба башни 8 дюймов, то есть около 200 мм под хорошим наклоном. На то время это был очень защищенный танк. Пока я еще не забрался в танк для следующей части серии, да, вам придется сюда вернуться, я расскажу об одном отличии между западной и советской школами танкостроения. Как вы видите, крышка люка командира откидывается вперед, и когда командир стоит на своем сидении и смотрит вокруг, он защищен от пуль, но его голова совсем не защищена. Если сравнивать с люками на европейских танках, то крышки на них обычно откидываются в сторону или назад, не защищая командира спереди вообще. Но в отличие от советских танков, командир на европейских машинах мог находиться в открытой защищенной позиции. Британцы называют ее место под зонтиком. Ваша голова защищена, и в то же время у вас достаточный обзор. На советских танках в боевых условиях люки обычно были задраены. Так что такая конструкция нужна была в большей степени для четкого контроля машины, когда вам действительно надо высунуть голову наружу. И тогда люк вас защитит. Например, танк движется по очень узкому участку, и вы хотите убедиться, что он не свалится с обрыва. В других случаях люк должен был быть закрыт. Танкисты западных стран обычно ведут бой с открытыми люками. Даже если вам не нужно высовывать голову, приятно иметь возможность сделать это в любой момент. И отсутствие крыши будет как нельзя кстати. И на этом мы прощаемся с вами до второй части этой серии.